Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. А не спеть ли мне песню о любви? Не знаю, как насчет песни, но сумку точно сошью. Тем более у меня новые ткани. Где взяла? Открою тайну чуть позже. А пока нарисуем выкройку. Сразу скажу, дизайн увидела на картинке в интернете. Но там все было сделано гораздо проще. Все было просто нашито зигзагом. Но в последнее время что-то не нравится мне такая обработка края. Как-то уж очень дешево смотрится. Мы не ищем легких путей. Хочется, чтобы все было крепко и основательно. Да, рисуем сердце. Подсказываю самый простой способ. Сначала рисуем квадрат, а потом от середин верхних сторон полукруг. Все сердце разделим на части, линии разреза. Это у нас будет макет, основная выкройка. А из плотного картона уже будем делать шаблоны. На нем наметим линии разреза, такие же, как и на макете. Чтобы не запутаться в деталях, сначала их пронумеруем, а потом уже разрежем на мелкие детальки. Переберем запасы лоскутков и выкроем все детали с припусками на швы. Здесь главное не запутаться и шаблоны укладывать правильно, не переворачивая. А дальше берем иголку с ниткой и обшиваем наши шаблоны тканью. Здесь главное не зацепить картон, захватываем только ткани. В дело вступает его величество утюг. Все детали проутюживаем с паром, фиксируем сгибы. В качестве основы сумки возьмем лен. Я выкроила одну большую деталь шириной 45 сантиметров и длиной 75 сантиметров. И еще две длинные полоски тканей шириной 6 сантиметров. Это для ручек сумки. На основной ткани можно сразу обозначить место, где будет наша аппликация. А теперь мой авторский способ, как перенести детали на ткань. Наши подготовленные, обтянутые тканью детальки укладываем на мини-гладильную доску в соответствии со схемой раскладки. А потом очень аккуратно, чтобы не растянуть ткани, убираем картонные шаблоны. Еще раз все поправляем. Можно проверить с помощью линейки, чтобы детали лежали ровно. У нас такой художественный замысел, чтобы между деталями был промежуток. На следующем шаге уже понадобятся кусочки клеевой паутинки. Ее очень аккуратно, чтобы не выступала за края, выкладываем поверх цветных деталей. Закроем нашу аппликацию тканью основой. Здесь главное не промахнуться. Ровно все уложить и ничего не сдвинуть. Все-таки современные материалы очень сильно облегчают жизнь рукодельницы. Всего-то нужен горячий утюг. Как в том анекдоте, если золотую рыбку положить на сковородку, то количество желаний увеличивается до бесконечности. Клеевая паутинка клеится под воздействием пара. Дожидаемся остывания заготовки и уже после этого потихоньку убираем ее с гладильной поверхности. Все прекрасно. Мне нравится. Теперь можно приступать к дальнейшей работе. Конечно же, можно заколоть все иголочками или пришить иголкой с ниткой. Но шить, постоянно опасаясь, что или уколешься, или деталь сдвинется, то еще удовольствие. Поэтому делюсь с вами своей находкой.
бездвоздмездно, то есть даром. Клеевая паутинка – вполне доступный материал. А сколько времени, сил и нервов она вам сбережет. Все детали мы пришивали простой прямой строчкой по краю. Шили, переходя от одной детали к другой, закрепок не делали, нити не обрезали. В конце работы концы ниток выводим на изнаночную сторону, связываем между собой. С лицевой стороны у нас все чисто и красиво. Шьем мы самую простую сумку, шопер. Никаких тяжелых лишних деталей не делаем. Теперь оформляем боковой шов. Называется он двойной. Выравниваем края и по лицевой стороне прокладываем строчку. Сшьем на расстоянии примерно полсантиметра от края. Потом сумку выворачиваем и шов тщательно прокатываем пальчиками. Так мы убираем лишнюю толщину и торчащие нитки. И после этого уже делаем вторую строчку с изнаночной стороны. Приступаем к оформлению дна сумки. Первый шов также по лицевой стороне. Сумку выворачиваем и делаем второй шов. Но сделаем небольшую хитрость. Боковую сторону загнем примерно на 3,5 сантиметра и прошьем низ. Не забывайте также подогнуть и прошить вторую сторону. Подготовим ручки. Длину рекомендую выкроить с запасом. Лучше уж потом сделать примерку по вашим предпочтениям. Ручки прошиваем с обеих сторон. Так ткань ложится ровнее, не перекручивается. Двойной подгибкой обрабатываем верхний край сумки. Знаете, все это так тщательно рассказываю, сама от себя офигею. Неужели кому-то нужны эти подробности? А вот, недавно в магазине увидела готовые сумки-шоперы. Сначала обрадовалась, а потом расстроилась. Ведь без слез не взглянешь. А вот теперь вывернем нашу сумку. Смотрите, как интересно сформировалось дно. Получается такая складочка. И все швы запакованы, нигде ничего не торчит. Все чистенько и аккуратно. Намечаем места для ручек. От центра откладываем по 8 сантиметров. Вот здесь можно сделать примерку, определить нужную длину ручек. Как пришивать ручки? Сначала направляем вниз, фиксируем, потом отгибаем наверх и прошиваем конвертиком. Обычно этого достаточно. Также поступаем со всеми остальными ручками. Получилась замечательная сумка-шопер из плотного льна, украшенная аппликацией, очень легкая и вместительная, с самым модным принтом. Как в том анекдоте, когда заказчик говорит портному: «Бог создал землю за неделю, а вы 3 месяца
Шили мне брюки, а портной отвечает: вы посмотрите на этот мир и посмотрите на эти брюки. Конечно, не обязательно в качестве основы брать именно такую ткань. Можно использовать и другую, те же самые старые джинсы или какую-нибудь яркую контрастную основу. Дело вкуса. Я дала вам идею, а что вы придумаете, уже полностью зависит от вас. У вас все получится гораздо лучше и интереснее. Вы можете придумать другие формы и рисунки. Всем желаю приятного творчества. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!